Всем доброе утро! Сегодня наш самый последний день на Тассосе, и Тассос прощается с нами очень-очень холодной погодой. Мы приехали на пляж, это Глифонери, маленький-маленький пляжик, и думали купаться. На Алису одела купальник, я в купальнике, но в итоге такой холод собачий, что хочется натянуть куртки. Пляж хороший, маленький, песочный, и летом здесь аншлаг. Ты ж в таверне живешь, тебя ж там кормят. И там много людей, так что я думаю, что там вкусно. Приезжайте, ложитесь на пляж и дышите. У нас сегодня греческая кухня. Я, как обычно, жареный грильд октопус. Где наш дом? Временный. Пляжик очень маленький, и летом здесь на Глифонере все забито отдыхающими. А сейчас мы одни. В Глифонере пляж с белым песком и большим количеством тени, бесплатными шезлонгами и кафешкой с недорогими ценами. Мы еще не успели выехать, а уже началась еда. Алиса, не нервничай, тебе девочки сейчас отломают кусочек. Она плохо ломается. Я не порезала, забыла, не успела. Расскажу, какие у нас планы на сегодняшний день. Еще пару часов побудем в Тассосе, в Лиминосе, в столице. Поднимемся в храм Афины и посмотрим на город и на порт сверху. Затем на паром и, наверное, в Кавалу или в Керамоте. В принципе, расстояние до Кавалы больше, но если до Керамоти, как мы ехали сюда, то потом все равно мы едем в Кавалу, по суше получается, там где-то 41 километр. Посмотрим на месте, определимся. И потом оттуда мы едем через Болгарию и возвращаемся домой. Но в Болгарии у нас еще будет один день. Пляжик маленький, но даже в разгар сезона здесь не бывает слишком многолюдно. Это идеальное место для мам с детками, с маленькими. Мы поднялись вверх в горы. Сейчас мы будем подниматься вверх к Храм храму Афины. Афины. Вот здесь начинается тропа и развалины, руины храма. Вон там наверху, я приближу, покажу. Тропинка. Навигатор здесь не работает у меня. Мы не знаем, правильно мы идем или нет. Вон там оранжевенькая светится, я машину оставила. И здесь везде сосновые леса. И мы высоко. Мы куда-то поднялись. Фу, я еле дышу. О, hello. Мы не одни здесь, оказывается. Там куча людей было. Да ты что? Мы дошли. Мы сейчас находимся в храме Афины. Он, конечно, полуразрушенный, от него остались только частично стены. И вообще Лиминос такой город античный. Здесь очень много древностей, очень много разных ворот древних. Еще несколько храмов греческих богов. Фу, я еле дышу, мне жарко стало. Тяжело шли с Алисой, она скатывается вниз по этой тропе. Идем посмотрим на город. Туристов много оказалось здесь. Видно порт Тассоса, главный. И паром стоит. Вот на таком мы сейчас будем уезжать на Керамоте. Там какая-то пещера. Я боюсь, чтобы ноги не поломали и не покололись. Вон она. Мы с Алисой остались ждать. А девочки пошли посмотреть, что там. Что там? Давай тоже поедем. Как пещера, как грот. Видишь, внизу там паромы стоят? Да. На каком мы сюда приплыли? Классный. А обратно на каком поплывем? На голубом. Проверим, как Алиса угадала. А машины кто нас заберем, мы дальше поехали. Кто?
Все, идем уже. Да, идем, подойдем еще сюда к стенам, к этим, и идем вниз. Я с этой высоты вижу свою машину. Она вот такая маленькая. Идемте назад. Мы сделали вывод, что вот на храм античный, да, греческий, вообще не похожи эти останки стен. Больше на какую-то крепость. Вот дыры в стенах, наверное, для орудия, для стволов. Сейчас будем спускаться вниз на Алисе тапочки, и это очень неудобно, потому что она подскальзывается на этих тропах, и мы ее ловим. Сошли с тропы немножко и спускаемся просто по ужасным дебрям. Девочки, надо сюда, в нашу сторону забирать. Я не знаю, где легче. Нам вон на ту дорогу нужно спуститься. Сейчас расскажу, что мои детки сделали вчера, накануне перед отъездом. Я носила вещи в машину, а у нас дверь, получается, на вилле захлопывается. И все сидели на веранде, кушали арбуз. Алиса вышла, и дверь захлопнула. Телефон, ключи от дома, все осталось внутри. В дом попасть нереально, потому что окна все закрыты, и мы, короче, в шоке. Я ни телефона хозяина не знаю, ничего. Я бегу напротив, там у нас стройка. Ребята, строители, греки. Говорю, так и так, может быть, вы знаете телефон хозяина, помогите. Нам повезло, телефона не знали. Они ему позвонили. Ну, я же думаю, все нормально. Проблема решена. Сейчас хозяин приедет, привезет запасной комплект ключей, и в дом зайдем. Ждем 40 минут, сидим на улице. Приезжает хозяин и говорит, я вчера был с женой в Салониках, и ключи оставил там, и у меня ключей от дома нет. Единственный вариант, говорит, разбивать окно. Блин, я села просто, у меня шок, думаю, кто будет за это платить? Мы, да. И тут я вспомнила, что у нас на втором этаже, там высота метра 4, наверное, я вешала белье, стирку, и оставила, возможно, открытым балкон, но это не точно. Пока хозяин поехал какую-то лестницу искать. Я взяла огромную 5-метровую лестницу у соседки, полезла по этой лестнице, девчонки держали. И нам повезло, балкон был открыт, перелезла через ограждение, зашла и открыла дверь. Но я была очень зла, потому что на все про все реально ушло 2 часа. Я не отдохнула перед дорогой, устала. Вот такие детки, цветы жизни. Заблудились. Сошли с храма вниз с другой стороны горы. Потеряли, где наша машина стоит. Это трындец. У меня обычно такого нет, топографического кретинизма. Вышли? Класс! Слава Богу! Мы, получается, должны были спуститься вот от храма вот сюда к машине, а мы из-за того, что Алиса падала и съезжала, отвлеклись, ушли с тропы, сбились с пути и спустились аж по тому склону к морю. И в итоге сделали огромный-огромный круг по горам, чтобы сюда вернуться. Ура! Ну все, мы прощаемся с Тассосом и сейчас спускаемся с горных серпантинов из леса в порт Лиминос. Будем заезжать на паром. Купила билеты 35 евро, так же как и туда. Кассы вот здесь, прямо возле парома. Ку-ку! Так, заезжаем на паром. Тихо. Все низкое такое. Идем наверх. Все, мы отплыли. Очень сильный ветер, и мы зашли внутрь в салон. Здесь так хорошо закрыто, стекла, и не дует. 30 минут, и мы будем в Керамоте. Мы уже в Кавале. Поднимемся сейчас в крепости, перекусим и поедем в Болгарию. В
Кавале очень много достопримечательностей. Это крепостной комплекс с бастионами и видом на весь город. Это акведук римских времен высотой 25 метров. Покажу вам его чуть позже. Ратуша Кавалы и дом Мехмета Али, уроженца Кавалы и египетского паши, а также множество музеев. Пришел кот. Он прям почувствовал, что Алиса уронила колбасу из пиццы и ждет. Тебе повезло. Крепость Кавалы вон там наверху, куда Тая не хочет подниматься, потому что ей лень. Мы с Алисой тянем время, потому что Болгария совсем рядом, буквально 3 часа в пути, и мы будем в одном очень интересном месте. А нам нужно туда приехать завтра утром, а не сейчас, поэтому мы гуляем по Кавале. Да, бассейны и еще что-то будет интересное, мы завтра покажем. А стой, стилистка. Апельсинка? Кавала вообще небольшой городок такой, но интересный. Много исторических достопримечательностей в нем. Что там? Море. Море? Давай посмотрим. С этого места из Кавалы видно остров Тассос, с которого мы только что пришли на пароме. Вот он. Тая и Кира не захотели с нами идти. Они сидят в телефонах и ждут, пока пройдет время, и мы уже поедем в Болгарию. Кактусы цветут. Красиво так. Вернулись к девчонкам, а тут паром уже отходит на Тассос. Мы папе Мы купим тарелочку. Но мы решили не подниматься в крепость, так как тут, в принципе, такой же вид, как из крепости был бы. Мы решили быстренько пойти в сувенирный магазин, чтобы купить маме тарелочку, которую она забыла купить на Тассосе, и мне нужен еще два браслетика. И ну, тут есть проблемка, что на парковке, где стоим мы, там, типа, мы увидели, что машине выписали какой-то штраф на 20 евро. То, что там нельзя стоять, только для местных жителей. Ну, парковка. я надеюсь, что И она ничего не будет. сувенирчик, да, правда, Да. папы купим. А, И сейчас киломоти. да, мы сейчас не в Керамоте, мы сейчас в Кавале. А чё? А мы из Керамоти уехали уже. Вот этот известный акведук, второе его название Камарис, достопримечательность Кавалы. Мы въехали в Болгарию, и туман сел на горы, и такая красота, запах такой невероятный, запах дождя. Девчонки снимают туман и пение птиц.